Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня я поговорю о том, о чем не хочется в себе знать, о неполноценности. Нам всем очень хочется, чтобы мы были полноценные, ни в ком не нуждались, чтобы были самодостаточные, и интернет пестрит всякими советами. Ты должен справляться сам, учиться опираться на себя. Ты должен быть самостоятельным, самодостаточным. И эти лозунги, они иногда приводят человека к еще худшему состоянию, иногда даже к депрессии. Давайте разберемся, что тут происходит в нашем внутреннем мире. Итак, вокруг нас есть люди, и эти люди на нас как-то влияют. И я думаю, что многие из вас, которые наблюдают за другими людьми, они даже понимают, почему у них получается то или иное. Например, или личная жизнь, почему у этого человека получается создать семью именно благодаря его партнеру. Потому что если бы поставить другого человека, он бы не смог его терпеть. Или же почему у человека, например, получается быть в партнерстве, я имею в виду в бизнесе с кем-то. Вот если одного из партнеров заберешь, этот бизнес сразу начнет деградировать. И я думаю, вы сможете вспомнить случаи, когда два человека было, кто-то уравновешивал кого-то, бизнес был прибыльный, кого-то убираешь, и все пошло в убыток. Давайте разберемся, кто же эти люди, благодаря которым мы можем полноценно функционировать. Меньше всего нам бы хотелось признавать, что мы в ком-то нуждаемся. Это поставить роспись в своей неполноценности. И поэтому, когда мы с вами анализируем свою деятельность, отношения или же бизнес, то хочется сказать, это все я. Я многократно в жизни слышала, как люди говорят, это моя идея, это я достиг, это я этого добился, это я это организовал, это я это сделал. Как будто он там в полном одиночестве, тех людей, которые были с ними рядом, нету. Ну, еще могут вспомнить кого-то из команды, например, вспомнить, допустим, там, свою жену или своего мужа, или каких-то своих друзей, нет. Но если мы начнем разбираться более пристально, то увидим, что есть эти люди. И я сразу вас хочу предупредить, не надо себя воспринимать как каких-то ущербных, и это сейчас надо исправить, это надо лечить. Досмотрите ролик, и вы поймете, что не совсем так. Не стремитесь что-то назначать у себя диагнозом и лечить. Итак, кто стимулирует нашу активность? Во-первых, те люди, которые нас тянут вверх. Я думаю, вы замечали, уважаемые зрители, например, что когда вы перестаете регулярно смотреть, например, ролики Ольги Демчук, то как будто некому будить, некому тормошить, и ты начинаешь что-то забывать и как будто куда-то закатываешься. Я думаю, раз вы смотрите этот YouTube-канал, то я именно тот человек, который тянет вверх. Ну, в принципе, это моя профессия. Я ее выбрала, я психоаналитик, и ко мне приходят клиенты, некоторые в очень глубокой депрессии, и я тот, который толкает вверх. Это толкание вверх, оно, с одной стороны, помощь, но с другой стороны, рядом с таким человеком, который тянет вверх, все время возникает желание побунтовать, доказать, что я могу сам. И я вижу по своим клиентам, когда вот я говорю, ну все, давайте вы уже сам или сама. А некоторые клиенты, достигая каких-то небольших успехов, тут же принимают решение сам и сама, и потом доминанта начинает затягивать человека опять в то же поведение. То есть как будто нам обязательно нужен тот, кто будет нас немножко тащить вверх. И наличие такого человека – это необходимость. Не надо воспринимать это как собственную ущербность. Потому что наши доминанты, особенно если были какие-то ярко окрашенные эмоциональные события в младенчестве, детстве, они будут все равно нас втягивать в тот же самый сценарий. Поэтому люди, которые тянут нас вверх, это, с одной стороны, те, которые отсвечивают или подсвечивают нашу неполноценность, но благодаря им мы как будто
не замираем вот в этой своей доминантной конфигурации. И поэтому, если есть, кто тянет вверх, замечательно. Но, конечно, надо смотреть, в каких мы отношениях с этим человеком находимся. Потому что там могут вызревать свои патологии, но если некому тянуть вверх, иногда не получается ничего достигнуть. И если такой человек нужен, окей, признаем, налаживаем сотрудничество. Второй тип людей – тот, ради кого хочется жить. Этим человеком может быть кто угодно. Для многих такими людьми стали дети. Например, когда вот ребенок, и ты понимаешь, что надо его обеспечивать, зарабатывать ему на обучение, что надо гребсти, стараться. И потом, когда ты уже привык делать это своим смыслом и стимулом жизни, и ребенок уходит, ты остаешься с пустотой. Иногда такими людьми являются там, любимые или супруги. И если что-то пошло не так, то как будто обрушивается жизнь. То есть если забрать этого человека, то появляется пустота, и человек проваливается в яму, и в этой яме важно понимать, что так психика выстроилась. То есть она привыкла иметь того, ради кого она живет. И этот провал будет сохраняться, пока не найдется альтернатива. И тоже я не предлагаю это лечить, потому что если человек живет только для себя, то это эгоизм. Тогда у человека как будто нет надличностной цели. И вот когда даже появляется дома даже гости, да, вот хочется убирать, как будто для себя это себе не очень надо. Поэтому тот, ради кого мне хочется жить, он иногда тот персонаж, который начинает раскрывать во мне тот потенциал, который до этого был недоступен. То есть этот потенциал как бы есть, но психика, она отказывается использовать эту энергию, считая, что той небольшой энергии, которая есть, достаточно. Многое не надо. Поэтому, когда есть ради кого жить, не лечим. Будем благодарны этим людям. Третий тип людей – тот, кто поддерживает. Вот если вы проанализируете свои периоды какие-то удачные, то там можно найти того человека, который поддерживает. Этот человек может быть, даже вы можете с ним не быть персонально знакомы. Вот я знаю по людям, они мне пишут, что вот они со мной лично не знакомы, но я тот человек, который как бы поддерживает. Вот когда есть тот, на кого мы можем опереться, то есть он не тянет нас вверх, как предлагая меняться, учиться, развиваться, умнеть, а тот, который является какой-то поддержкой, то есть как камертон, с которым мы сверяемся. Вот у меня тоже есть блогеры, которых я смотрю, и они меня поддерживают, хотя мы лично не знакомы. То есть это те люди, с которыми ты можешь проверить, на какой ты ноте звучишь, понять, что с тобой сейчас происходит. Ну и, несомненно, прямая поддержка, когда кто-то говорит: «Я за тебя, я с тобой, ты мне нужен, ты хороший человек». И вот эти вот все сказки про то, что похвала не нужна, я могу справиться сам, мне поддержка – это слабость, это все враки. То есть это можно отбросить, но таким образом мы отбрасываем свои возможности. То есть тот потенциал, который нам становится как бы доступен, как в компьютерной игре ты прошел уровень, и тебе открывается следующий. Поэтому поддерживать это хорошая привычка. Конечно, нам хочется, чтобы нас поддерживали. Это как с лайками, да. Можно брать у блогера материал, но лайк лень поставить, там, лень написать комментарий. То есть все мне, все мне, все мне. И личность, которая только умеет брать, ей достаточно сложно реализовываться, потому что реализация – это именно умение отдавать. Поэтому поддерживайте
может быть, мой канал, может быть, в соцсетях своих близких, не жадничайте. Лайки — это очень важно. Но вот такая поддержка, то есть тут, знаете, как везде во всех этих примерах, которые я привела, есть и плюсы, и минусы. Вот, например, поддержка лайками, когда человек только на этом топливе едет, то есть на поддержке, он становится очень зависимый от комментариев, в которых его хвалят. И он начинает жертвовать смыслом, жертвовать какими-то своими ценностями ради того, чтобы люди поставили ему лайки. И начинается такое выхолащивание, вплоть до опустошения внутри. То есть ты как будто начинаешь бежать за этими комментариями, теряешь тот смысл, который тебе интересен, и начинаешь ублажать свою аудиторию, и потом ты чувствуешь себя использованным самим собой. Вот профессиональное выгорание — это тогда, когда ты уже вообще себя потерял и работаешь только на похвалу, только на лайки. Четвертый тип людей, самый таинственный, тот, кто уравновешивает наш психоз. То есть всех тех людей, которых я перечислила до этого, тоже можно к ним отнести. Но это самые таинственные наши спутники, в которых мы даже себе стыдимся признаться. Например, люди, которых мы ненавидим. Нам прям нужен этот образ врага. Я вам снимала много видео про плохих людей, когда нужен козел отпущения, тот, по сравнению с которым я себя буду считать хорошим. Такие люди нам нужны, чтобы канализировать всю черноту, для того, чтобы эта чернота не выплескивалась на наших близких. То есть мы в их адрес злимся, ненавидим, отпускаем колкости, обесцениваем. И так бывает, что человек был очень близким, а потом ты с ним поругался, и он становится этим козлом отпущения. То есть ты постоянно ищешь у него недостатки, подпитываясь. Я вам говорила в начале ролика, что не все надо лечить. То есть, знаете, как из двух зол. Если уж вы не можете не обесценивать, отпускать шпильки, то хотя бы себе честно признавайтесь, что мне нужна подушечка для иголочек, в которых я буду втыкать, или дартс, когда люди играют, втыкают дротики и этим там, себя расслабляют таким странным образом. Потом те люди, которых мы атакуем и которые терпят. Вот эта потребность атаковать, впиваться в кого-то зубами, это иногда так жизненно нам необходимо, что мы бессознательно общаемся с теми людьми, которые могут нас выдержать, которые могут выдерживать наш психоз. По каким-то причинам им наш психоз ок. Кому-то другому он бы не подошел, а для них ок. То есть мы как будто можем выгуливать свой психоз, а в другом месте быть умными. Как я говорю своему мужу, когда говорю глупости, говорю, ну хоть с кем-то я могу побыть глупой и недумающей. То есть нам нужно пространство, где мы сможем расслабляться, скажем так. Несомненно, надо понимать, что, например, женщина живет с мужем, она втыкала в него иголочки, он пошел на психотерапию или там повзрослел, поумнел, что-то пережил, и все, лавочка прикрывается. То есть он начинает давать отпор. И в такие моменты надо меняться. Но когда два человека уравновешивают психоз друг друга, это личное дело каждого. То есть надо всегда искать эти темные персонажи, они точно есть. Вы хотя бы будете понимать, уметь ценить этих людей. У некоторых, например, есть те, кому не завидуют, с тем, с кем конкурируют. И вот в этом конкурировании у них хоть какая-то есть энергия, потому что если забрать тот, кому они завидуют и конкурируют, человек останавливается. Несомненно, я говорила уже ранее в роликах, что зависть и конкуренция – плохие стимулы, потому что человек может довести себя до срыва. Но если этот психоз хотя бы легализирован, то уже будет легче. Если ты понимаешь, что тебе надо вот эти темные, для твоей темной стороны персонажи, которые уравновешивают твой психоз. Все наши спутники жизни уравновешивают наш психоз. Как говорят, я хочу найти того самого. По факту нам надо найти того, кто нас будет выдерживать.
То есть мы живем с теми и долго общаемся именно с теми, кто способен нас выдержать. И если, например, с чужими людьми мы более приличные, то наши близкие знают все наши тайны. И каждый из нас думает, вот мне надо памятник поставить за то, что я с тобой живу. И нам все время хочется фантазировать, что мы терпим, а нас не терпят. Это мы только страдаем. Но я еще не встречала тех людей, которых не надо было терпеть. Их не существует. То есть у каждого есть громадное количество различных нюансов, особенностей. И найти человека, который тебя будет выдерживать, я считаю, это счастье. И пятый пункт, пятый тип людей – те, кого мы боимся. Для нашего внутреннего зверя, который хочет залезть на голову, нужен жесткий поводок. И когда есть человек, которого мы боимся, то нам не надо держать своего зверя. Это делает страх перед этим, кого мы боимся. Я даже замечаю, как люди гораздо приличнее, умнее, интереснее, когда они боятся. А как только они перестают себе сдерживаться, этот кипучий психоз начинает выливаться на других. И поэтому, когда есть тот, кого ты боишься, он как будто тебя выстраивает, структурирует. И у людей, у которых много психоза, конечно, будет избыточное напряжение. Но если уже психоза поменьше, то ты такой, слава богу, есть тот, кого я боюсь, значит, буду вовремя там что-то делать или там буду ответственная. Но это тоже может перейти в состояние, знаете, уже такой паранойи, когда тебя уже начинает преследовать этот объект, которого ты боишься. То есть ты преследуешь себя сам, но тебе кажется, что ты постоянно сверяешься с кем-то в голове. Вот если с кем-то в голове сверяешься, то в первую очередь необходимо понять, что это ты сверяешься сам с собой. То есть со своим вот этим вот контролирующим, надзирающим внутренним объектом. Итак, все соберем этих всех людей. Тот, кто нас тянет вверх, говорит, давай, давай, мне надо, чтобы ты поумнел, будь осознаннее, учись и так далее. Этих людей мы немножко хотели бы как подростки бунтовать. Те, ради кого хочется жить, тот, кто поддерживает, тот, кто равновешивает нас, психоз, и тот, кого мы боимся. То есть, когда ты понимаешь свои особенности, ты понимаешь свои ограниченные возможности, то ты понимаешь, почему тебе так необходимы те или иные люди рядом. И ты можешь себе их организовать. И ты умеешь их ценить. Вот умение ценить тех, кто рядом, это важный навык. Потому что когда ты не ценишь, начинаешь разбрасываться людьми и не понимаешь, насколько они тебе нужны, то твоя жизнь может дать вот такой вот крен, и ты не понимаешь, что произошло. И этот крен, если ты не понимаешь причину, он начинает усугубляться. Поэтому некоторые симптомы можно вылечить, а некоторые надо уравновешивать. Буду завершать. Напоминаю вам, что в продаже есть две мои книги. Одна книга есть в электронном виде, две в бумажном. Книги есть на украинском и русских языках, так что приобретайте. И в августе месяце готовим школу общения. Как по одной фразе понять, что это за человек. Я с вами прощаюсь. До встречи.